Всем привет, дорогие слушатели! В этом ролике вы узнаете 10 невероятных фактов из игры Disciples 2. Готов с вами поспорить, что удивлю вас, поэтому обязательно досматривайте ролик до конца. Признавайтесь, вы все хоть раз пытались забрать свой отряд Стража Столицы. Еще бы, такой сильный юнит, но, увы и ах, он намертво прикован к столице. Или нет? А что если я вам скажу, что Стража все-таки можно забрать? Для этого вам необходимо в окне выбора сложности типа лорда ввести имя Calamity Dollar. При этом символ доллара будет невидимым, но ввести его все равно нужно. В игре вы уже увидите сообщение, что страж освобожден и может покинуть столицу. Но учтите, что компьютер тоже воспользуется этим и заберет своего стража из столицы. Неплохой такой чит, не находите? Кстати, о читах. Вы знали, что все читы в игре это отсылки на известные рок-песни? Зацените их. The sun, here comes the sun, and I say it's alright. Life is a carnival, believe it or not. Life is a carnival, two bits a shot. The nurses all gathered round. Думаю, многие из вас узнали часть этих песен и без нас, а самые любопытные поняли, что есть закономерность и смогли найти и остальные. Не очень сложный шифр, правда? Но не единственный в игре. Вы знали, что в анимации атаки на Сфрату зашифрована фраза, где над головой героя появляется круг с письменами с сердцем по центру, который древний вампир протыкает своим клинком. Вау! Так вот, это не выдуманные письмена алкмарского языка, а небольшое послание от одного из художников игры, Элли Рокрея, своему коллеге, ведущему художнику игры Патрику Ламберту. Звучит она примерно так.
Patrick Lambert is Ely's bitch, and he wishes he could sleep with a rat. А переводится примерно вот как. Патрик Ламберт — сучка Элли, и он хотел бы переспать с крысой. Да уж. Нет слов. Патрик Ламберт — автор того самого визуального стиля первой и концептов ко второй части Disciples. Очень талантливый художник. Может, всему причиной банальная зависть? Хотелось бы мне услышать комментарии от него самого на этот счет. Раз уж мы заговорили о концепт-артах Патрика, то расскажу я вам несколько интересных деталей, которые там можно обнаружить. Например, на концептах, где изображено различное оружие воинов Империи, можно обнаружить, что клинок охотника на ведьм носит название Искупление, а защитник веры изначально должен был быть вооружен клинком и щитом. Причем последний называется «Щит порядка», что смотрелось бы весьма органично, учитывая, что этот юнит один из немногих, имеющий постоянную броню. У ожившего доспеха оружие также именное, называется «Клинок правосудия». Еще одно интересное название можно найти на концепте Архилича. Его магический жезл называется «Посох пустоты». А если вы видели ранний концепт Охотника на ведьм, то знаете, что он должен был быть вооружен пороховым пистолетом. Ну, вылитый Ван Хелсинг. Интересно, не задумывались ли изначально, что Охотник на ведьм все-таки был бы стрелком или мог бы менять свое оружие в бою? К слову о смене оружия и дистанции боя. Вы не поверите, но Ассасин Империи изначально был лучником. И речь не только о концепте. Разработчики даже выкладывали скриншот рендера его модели в сети, а на скриншотах ранней версии игры он встречался именно в виде белого лучника. Уже на более поздних скриншотах он стал фиолетовым. Ну, а в игре мы его встречаем уже с клинками. Кстати, это не единственный юнит, что сильно изменился внешне, уже после создания модели. Вы наверняка встречали вот этот арт с герцогом легионов проклятых. Так вот, первая версия этого юнита сильно отличалась от релизной, гляньте сами. А некоторые дорелизные модели даже не до конца вырезали из файлов игры. Если в них покопаться, то можно обнаружить часть анимации старой версии Дракона Рока. Как считаете, какая версия лучше, старая или итоговая? Можете написать свое мнение в комментариях. К слову о файлах, вы знали, что в мануале Темного Пророчества история и причины конфликта между Ватаном и Галианом отличались от той, что преподносится в игре? Каноном считается, что Бетрезен поджег эльфийские леса, что вынудило их бежать в горы гномам, а те, приняв это со вторжения, встретили лесной народ с топорами в руках. Галиан вместе с Аланиэль пришли к Ватану, требуя наказать его полуросликов, что оскорбило бога гор, и он вырвал сердце Галиана. Так вот, в первом мануале эта история звучала иначе. Вот он, бог горных кланов жаждал заполучить славные земли Мортис и Галиана. Он был убежден, что только лишь разорвав связь между Мортис и ее супругом, он сможет получить власть над этими землями. Посему вот он превратился в волка и вырвал сердце Галиана. И со всей силой он бросил еще бьющееся сердце на солнце, чтоб оно никогда не вернулось. Но Мортис в своем горе последовала за сердцем и была поглощена огнем. Вот она и так было сложно назвать позитивным персонажем, но будь его конфликт с лесным богом представлен как в мануале, он стал бы еще более отталкивающим. Кстати говоря о неприятных личностях из Disciples 2, кто больше прочих вас раздражал? Думаю, у кого-то из вас в топ-3 должен быть Фламель Кроули, и если вы увлекаетесь историями о всяких оккультных личностях, то только услышав имя главного инквизитора из дополнительной саги Империи, вы сразу могли понять, что с ним что-то не так. Дело в том, что его имя состоит сразу из двух отсылок. Первая отсылка на Николаса Фламеля, французского книготорговца и мецената, которому приписывается знание алхимии, а также исследование возможности получения философского камня и эликсира жизни. Привет, патероманы! А вторая отсылка на Алистера Кроули, английского оккультиста, поэта, художника и писателя, который был известен как Черный маг, один из видных идеологов оккультизма 20 века, основатель религиозного течения Телемы, считавший себя пророком. И закончим наш список еще одним фактом, связанным с людьми Нивендаара. На скриншотах альфа и предрелизной версии игры рассматривался вариант столицы Империи с красными крышами зданий, а не синими, как мы привыкли. Особые благодарности модмейкерам, что поделились с нами большей частью из озвученной информации. Норвежская Семга, Мотлин, Мак, Виктор Дерельф. Подготовил сценарий и текст этого ролика Рок Вульф. Смонтировал и озвучил Гринскрин. Поддержите канал подпиской на наш Бусти. Ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на канал Библиотек Нивендаара на YouTube. И спасибо тем, кто уже нас поддерживает. Это Безымянный Ворон, Deus Ex, Тигатрон Ли, Дмитрий Сяркин, Клео Артенгер, Георгий Иванов, Любовь Ламантьева, Андрей Дроздов,
Семен Клименко, Эмма Фрост, Ретро Кэт, Даниил Пахомов, Родион Огородний, Петр Прокопьев, Фердинанд Мольер, Домосед, Андрю, Дарья Плотникова. Пока.